пошел дебютант. Как он разносит. Черный Тэпа, который сейчас идет в атаке, но... На пролом просто идет. Просто броня у него, не лопа, броня какая-то. Ух, попадает правой. Не успели его пришайдером. Принялся снимать. Это сильнейший удар в живот. Добрий день, мене звати Сячка Валентин, я представляю місто Сарни, що в Рівненській області. Також представляю Академію бойових мистецтв «Берсерк». Тактика на бій дуже проста – вийти, показати красивий зрелищний бой і нормально порубатися. Тренування відлічались кардинально, тому що, як я представляю ММА, там змішані всі стилі, а при підготовці на Махачі ми, відповідно, перейшли чисто по боксу. Ну, як таких фішечок і ударів у мене любимих то немає, але я думаю, ви все побачите в бою. А мене будуть підтримувати друзі, рідні і тренери. Всім дякую. Друзья, всем привет! Меня зовут Реал, более известный по прозвищу Выключатель. Я представляю команду «Мини-Тим», Харьков на связи. Я приехал сюда подраться и показать красочный зрелищный бой. Подготовка после предыдущего боя никак не изменилась, так как она была успешна. Моя фишка – это левая рука. Те, кто меня поддерживает, спасибо большое и верит в меня. Я вас не подведу. Встречайте нашу следующую пару и поприветствуем первого бойца. Сечка Валентин по прозвищу Ковбой. Представитель города Сарны, Ровенской области. Его рост 170, вес 67 и ему 21 год. Базовый боец ММА, профессиональный рекорд в ММА 3-2, победитель всеукраинских турниров по ММА. Выступал в организации WWFC, чемпион Украины по казахскому двобою, призер чемпионата Украины по боевому самбо. Тренирует Валентина уже известный вам боец Антон Радько по прозвищу Берсерк. Пожелаем ему удачи. И поприветствуйте его оппонента, Фёклин Реал по прозвищу Выключатель. Реал — это уже маленькая звезда нашей организации. Мощный представитель города Харьков и команды «Мини-Тим». Имеет рекорд нашей организации 1-1. Является мастером спорта по кикбоксингу. Также является профессиональным боксером. Его рост 172, вес 61 и ему 20 лет. Давайте поддержим Реала. Поединок также в рамках Гран-при в легком весе.
Бойцы на середину. Коротко о правилах. Мы ознакомлены, да. Мы помним, что затылочная часть, височная часть, позвоночный столб мы не бьем. Лежачего не добиваем. Слушаем в пах, не бьем. Никаких ударов головой и плечами. В клинче не бороться. Слушаем мои команды, выполняем. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, в черных тэпах у нас дебютант. Но мы уже все хорошо знаем выключателя. Да, это Зрелищный легенда. боец, уже легенда Махача. Его бой с Пашей Павлом был настолько зрелищный. Это был дебютный первый сезон, дебютные бойцы. И они себя очень хорошо показали и нашли себя. Хорошо, башкой, Валич. Вот, смещай башку. Руки выше. Хорошо попал сейчас левый Реал. Еще нема, руки выше, башкой. Башкой качай, блядь. Вот О, неплохо готов встречать сейчас дебютант, руки выше. но не успевает. Хорошо. Да, мы видим, что дебютант ковбой тоже подготовлен. Ну, он смотрел бой с Реалом, раз принял с ним бой, значит, понимает, что силы есть, что готов, что знал, что, чего ожидать. Но против скорости Реала это сложно противостоять ему. Только посмотри на него, моментальный джеб. Не успеваешь моргнуть Да, глазом, очень он быстрый сбрасывает. Реал, но его соперник немного более габаритней. Да, но мы сегодня видели противостояние менее габаритных против более габаритных. И Да, это не решающий. И попадает оверхендом. Очень хорошо попал. И, кстати, довольно-таки редкость у нас здесь оба левши. Соперники. Но сейчас лево не достал немного Реал. Ковбой-то, конечно, от души замахивается. Но пока по такому быстрому бойцу, как Реал, не удается попасть толком. Ручки выше, братан. Пытался джеба зайти ковбой. Руки выше, Валь. 15 секунд, братан, давай, поджимай. Еще напомню, что ковбой тренируется в клубе у Антона Рачко. Мы сегодня... Прям пуля просвистела над головой Просвистел, сейчас. только поднырнул, успел Реал. 10 секунд, все. Стоп! Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Готовы, судьи? Второй раунд, время, бой! Руки выше, братан, давай. У нас второй раунд. Фекл против ковбоя. Выключатель против ковбоя. Качай. Все хорошо. И прям так с первых секунд второго раунда так Реал начинает раздергивать. И видно, как он прям сконцентрирован, да, он сейчас нам... Хорошо, вот. Поджимай, ручки выше. И попал правым боковым, хорошо. Хорош, но вот левая еще не достала. Если бы левая достала, я думаю, был бы нокдаун как минимум. Вот. Ничего нема. Да, левый боковой ковбой в данном моменте немного И по чуток поджимай. поздновато выбросил. Вот джеб у него вылетел остро и хорошо. Руки выше. Руки выше, братан. Поджимай. А вот и левая. Вот это и левая Ну, выдержал подключилась. Фекл. Такой удар. Да, держит удар сегодня. Не достает пока Реал своими ударами. Уже второй раз он попадает левой рукой в плечо ковбою. Передний джеб проходит, а вот дальняя рука левая упирается в плечо. Ну и немного опасается больше в этом раунде Реал. Тоже прочувствовал силу соперника. Чуть маятником, блядь, через живот. Маятником, Валик. Ему как будто не хватает вот длины левой руки, чтобы достать. Вот и до него. Оу, по корпусу пробивает сейчас ковбой. Поджимай. 37, блядь. Давай дикий захід делай, ёбана, ковбой, блядь. В атаку. Давай. В атаку! Руки вверх. Отражаться,
подраться, Валик, подраться, поджимай руки. Хорошо, блядь. Просто как он закидывает свою левую. Здесь Реалу повезло, он успел уйти. Уйти, но и сам попал. Не боковым, но попадается. Под жесткие удары попадает ковбоя он. Валик сразу. Хорошо, Выпускает больше сейчас Реал и конец раунда. А вот здесь ковбой. Но Реал здесь духовитый парень у нас все равно. Бойцы, 5 секунд готовности. Судьи готовы? Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой. Ну что ж, последний раунд. Во втором раунде ковбой очень хорошо себя показал. В первом раунде неплохо показался Реал. И заключительный отрезок. Какие скоростя подключает сейчас Реал. Ну да, и, видимо, Реалу сказали, что 1-1. Ой, как это было красиво. Было красиво. Ушел, но пропускает. Вот второй раз пропускает этот боковой правый. Да. Реал. Попадает уже несколько раз, но вот челюсть его держит. Да, держит удар хорошо сегодня Реал. Ой, только но опять выдержал. Был. Это такая была плюха с размаху, то, что надо. Там буквально на момент показалось, что Реал немного поплыл, но он очень быстро восстановился. Так прям... Так как он может держать такие удары, я не представляю. Любой бы другой бы уже улетел бы в нокаут, минимум нокдаун. По сравнению с первым... Держит он их лучше, потому что он более расслаблен теперь уже. Вот когда Паша Павлом он дрался, он был более сжат, и поэтому его уронил Паша легче. А сейчас он более такой с ударами идет, расслабленный. Когда ты напрягаешься, вот это как раз нокаут и получается. И вновь закидывается левый оверхенд туда же. Ковбой, но... Ну, видимо, уже скорость не та у ковбоя, видимо, подустал. Порубиться, братан, давай. 30 секунд, давайте поддержим бойцов. Опять! Как он? Все, идет вперед, Реал. Но это было очень опасно для него. Ковбой просто... Ну, держит удар. Чего сделана голова и челюсть Реала, я не представляю. Удары от более габаритного оппонента. Он принимает и держит, и просто получился очень равный бой. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Сечка Валентин по прозвищу Ковбой. Впервые я вижу, на самом деле, наверное, за всю историю Махача, если не ошибаюсь, чтобы боец ММА в кулачных боях вынес боксера. В любом случае, я думаю, Реала надо поддержать, поаплодируйте ему еще раз. Он молодец. Он еще покажет себя в рейтинговых боях или, возможно, выскочит на замену. Что не так пошло? Скажи, пожалуйста. После боя с Нестером, второго моего боя, я травмировался. Я вылетел с тренировочного процесса на 2 месяца. Я вообще не тренировался. Я тренироваться стал буквально 3 недели. Успел провести 1 бой профессиональный. Да, в котором я одержал победу в первом раунде.
Не хватило мне дыхалки, больше передвижения на ногах. Простой дал о себе знать, если честно. Ну, еще у нас весовая, на самом деле, разная. У нас разница около 10 килограмм. Какой у тебя вес? 67. 7 килограмм разницы. Ну, вес это ничего. Главное участие. Главное, что без травм он сегодня. Молодец, ты умница в любом случае. С дебютом тебя, Валентин. Очень яркий, неожиданный бой. Наверное, реабилитируется твой тренер там за свои бои з Дімою Булгаковим. Як тебе ощущення? Відчуття дуже класні, відчуття, ця атмосфера. Просто неймовірно. Дякую організації Маха, що дали шанс проявити себе. Дуже вдячний. Буду радий ще виступити тут. Спасибо тебе. Такая, у меня аж как будто кусочки боя Дениса Беренчика и Артема Лобова сейчас были. Тоже боксер, ММА. Сейчас Антон хочет сказать несколько слов. Всім привіт, ребятки. Атмосфера просто бомба, пацани просто красавчики. Я хотів би сказати одну штуку. Типу, в першу чергу дякую вам, організаторам, Андрюха, всі, хто причасний до цього дійства. Але найбільшу подяку я хотів би сказати всім цим гангстерам, що виходять сюди, рубляться, незалежності від того. Там. Я взагалі, боротися люблю, йобаний насос. Але я виходжу з боксерами на 10 кілограм важчими за себе. Пацани так само, вони всі просто красавчики. І я вам скажу от одне, я ніколи не стежив там за кулачними боями, типу в мене там своя стихія, так само як в більшості людей, які тут присутні. Але от коли почав приймати участь на Махачі, я так подивлюсь, там, що там, які там типи, кому там, може, прийдеться на піздячі, типу, поняли. Вот. І типу, от знаєте, що круто, блядь? От в тих організаціях, типу, там просто поливають друг друга по носам, блядь. Ну, це просто так гадко, глянуть, там всі там, ми мужики, ми красавчики, блядь. Коли понос з рота лється, як на мене, це взагалі не по-мужськи. Тут нас іменно тупо, от, блядь, джентльмени вийшли, порубились, блядь, незалежності від того, який ісход боя, пожали руку. Всі кайфанули, а саме головне, чуваки, коли, блядь, чуть я не остався без зрення, да, так вийшло. Просто стечення обстоятельств, там удара як такого не було. Але найбільше мені писали слова підтримки, слова того, що чувак може чим-то допомогти, якраз типи отсюда, які, можливо, будуть моїми суперниками. Так що всім вам дякую, чуваки, від душі. Дякую. Послушаем мнение нашего жюри. К нам присоединился Денис Беренчик. Наш звездный боец. Твое мнение, День? Друзья, снова всем привет. Да, видно сразу, антропометрия у бойцов разная. Вижу поломанные уши. Конечно, не хватало, конечно, плотности. Где-то даже когда он ударился об него, это была скала, то есть это волны. Конечно, проходили и троечки, передний был, у тебя сильнейшая рука, там, ты с левши начал боксировать. Это Махач, это новый вид спорта. Добро пожаловать, попробовать себя. Кто ж чего-то может, у кого есть яйца, все в мешки. Здравствуйте, меня зовут Макс, я из города Киев, коренной обитатель лесного массива. Моя подготовка ничем не отличалась к бою. Занимался во дворе с пацанами, тренировали много клинча. Также отрабатывал на шинах удары в бинтах без какой-то специальной экипировки. Меня поддерживают мои близкие, тактика на бой. Со старта начать прессовать противника. Фишек каких-то там особо, наверное, нету, все будет видно в бою. Доброго дня, мене звати Ігор, 24 роки, сам з Києва. Представляю школу бойового Ісуса Христа, БЖЖ One Love. Підготовка пройшла в цілому успішно. Трохи замало часу було, але Анатолій Шпанарський зробив максимум зі своєю командою, що міг. По 2 тренування було в день. В принципі, дуже такі виснажливі, але якісні. Підтримка в мене досить хороша. Хочу передати привіт Максу регбісту, скорішого відновлення після травми. Хочу передати також привіт Олі, найкраща сомельє України. Вона відповідає за мій психологічний і моральний стан.
Дякую також всім іншим тим, хто за мене тримають кулаки. Суперника свого не знаю, але сподіваюся, бій прийде яскравий, буде без травм. Всім здоров'я. ОС! Поприветствуем следующую пару бойцов и встречайте первого бойца. Шейко Максим по прозвищу Зуб. Его рост 184. Вес 93, и ему 29 лет. Представляет город Киев. Опытный боец уличных поединков. Тренируется со своими друзьями во дворе. Заядлый участник околофутбольных драк. Сегодня дебютирует в нашей организации. Его поединок происходит в рамках Гран-при тяжелого веса. Давайте его поддержим. Поприветствуем его оппонента, Огородничук Игорь по прозвищу Повар. Представитель школы боевого Иисуса Христа. Его рост 194, вес 98, и ему 24 года. Готовили к сегодняшнему поединку Максим Регбист, он же Яловцов Максим и Шпанарский Анатолий. Участник чемпионата области по грэпплингу. Пришел к нам, чтобы проверить свой дух и стойкость. Давайте поддержим Игоря и пожелаем ему удачи. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Затылочная часть, височная, позвоночный столб не бьем. Никаких ударов локтями, коленями, ногами, головой, плечами. Никакой борцовской техники. Честный, красивый кулачный бой. Пожали руки. Самое главное, прослушаем мои команды, выполняем их. После команды «Стоп» не работаем. Разошлись. Разошлись. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! Ну что ж, тяжелая артиллерия у нас тут. Да, Повар, конечно, заварил кашу при выходе. Посмотрим сейчас, по зубам ли она Зубу. Ой-ой-ой, и хорошо попадает джеба, Зуб. да. Раз. Джебом уронил. 2, 3. Работаем? Подними руки. 4, 5. Работаем. Бой! Повар немного скован, видишь? В движениях, в ударах он скован. Если Зуб... Да, видим, что Зуб более спокоен. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Работаем! И мне кажется, там уже разбит нос у Повара. Да, разбит нос у Повара. Оу! И попадает хорошо правой. Правый достал. Зуб. 3, 4. Поддерживает команда Повара. 5, 6. Но... Все. Да, это все, досрочная победа. Досрочная победа Зуба.
решение, бойцы. Итак, друзья, в данном поединке нокаутом в первом раунде на первой минуте 11 секунде победу одержал Шейко Максим по прозвищу Зуб. Игорь, с дебютом тебя. В любом случае мужчина. Скажи несколько слов. Как для борца интересный достаточно опыт. Помахаться. Но я думаю, это не последний мой бой. Будем лучше готовиться, лучше разбирать ошибки. И в следующий раз покажем достойный уровень. Спасибо тебе как организатору. Спасибо команде, которая много приложила усилий, дабы меня сюда вывести. И всем тем, кто меня поддерживает за пределами этого ринга. Спасибо тебе. Выход уже красивый есть. Осталось чуть-чуть, Толя и Макс поднатягают. И все, ждем еще. Так, Зуб, с победой. Заряженный такой вышел. Саша ко мне подходит, говорит, он какой-то очень гиперактивный, все нормально. Я говорю, да, все хорошо. Свои ощущения. Вы верите в Бога? Верьте в Махач. Верьте по-настоящему. Спасибо, спасибо. Послушай мнение нашего жюри. Макс, ну тебя с победой. Лишних слов говорить не хочется, как-то запугал конкретно тут уже всем. Ты готовься, только вперед и все будет. Спасибо вам, ребят, за бой. Спасибо, мужики, спасибо. Ассаламу алейкум. Меня зовут Рахматуллах. Я родом из Таджикистана. Живу более 10 лет в городе Днепр. Моя подготовка прошла отлично. Меня будет поддерживать мои родители дома. Свою тактику боя покажу в ринге. Здравствуйте, меня зовут Наим. Я представляю клуб Power 83. Моя тактика в бою – просто выйти и показать красивый бой. Меня поддерживают мои родные и близкие мне люди. Всем спасибо, хорошего просмотра. Давайте поприветствуем нашу следующую пару дебютантов. И встречайте первого бойца Сахибов Рахматуллах. Приехал сегодня к нам из города Днепр. Его рост 179, вес 86 и ему 28 лет. Участвовал в соревнованиях по кикбоксингу и борьбе. В 2019 году был участником любительских соревнований по боксу, где взял ничью. Рахмат сегодня является дебютантом в нашем промоушне. Давайте его поддержим и пожелаем удачи. И поприветствуем его оппонента Каюмов Наим. Является представителем из Таджикистана. Но последние 2 года живет во Львове. Его рост 180, вес 76, и ему также 28 лет. Наим занимается боевыми искусствами любительски и говорит, что всегда хотел выступить на соревнованиях. Является представителем команды Памирского гладиатора. И также приехал сегодня с менеджером, который он поднимает руку. Давайте поддержим ребят с этой команды. Я думаю, они покажут сегодня настоящую кровавую рубку.
Бойцы на середину. С правилами ознакомлены. Главное правило. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Височная часть, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем. Никаких ударов локтями, никаких ровных ударов тыльной стороной. Удары коленями, ногами. Никакой борцовской техники. Классический боксерский клинч. Ок. Пожали руки. Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой. Так, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Сахибов, в черных тейпах у нас Каюмов, Наим. И так довольно неспешно, да, начали? Так, да, они так да. сошлись, так вальяжно. Но я думаю, это, знаешь, это вот затишье перед болью. Мне кажется, сейчас одна из первых атак, и это будет просто мясо. Да, приглядываются ребята друг к другу. Особенно посмотри, как Каюмов сейчас вот... Каюмов качает. Слушай, Видишь, так... смотри, Каюмов передним боковым всегда был готов. Вот, но и я смотрю, что и Сахибов сейчас пытается вот прям вот пружину залететь. Да, вот тот самый оверхенд. Проваливается Сахибов. Проваливался, но 2 раза он все же попытался выбросить. Одним там скотч черкнул. Ну, знаешь, прям такой... Держит накал. Очень держит накал. Напряжение в этом поединке есть. И непонятно, что ожидать от этих ребят, скажи. ну, ты видел, как вот выбросил Сахибов свои удары? Да. Очень быстро, очень... Быстро. И смотри, как встречает. Жестким джебом встретил. Оверхенд, конечно. Если бы оверхенд попал в цель, это был бы нокдаун как минимум точно. Но еще своих ударов не пока. Сейчас отлично тоже попал. Джебом попал Сахибов. Вот, но мы еще не видели в атаке Каюмова. Ух, как опять проваливается. Очень страшно он проваливается. Это, кстати, может сыграть злую шутку с ним. Каюмову мы еще прям так жесткой атаки не видели. Вдруг кто-то включит вот эту боксерскую технику, сделает отступ такой и сбоку ему там прям... Все возможно. Страшно, но страшно, очень здесь страшно. такие именно мощные панчеры. Здесь видно, что не темповики, не игровики, а именно панчеры. Видишь, они выжидают свои моменты. О, отличный передний, боковой, и это нокдаун. 2, 3, 4, 5, 6. Бой! Смотри, смотри, как Каюмов сразу же попер. Увидел кровь, увидел... Взвинтили отлично встречу сейчас. Тихо, тихо, тихо. Борьбы прям под нету. конец раунда, да. Прям под конец раунда. Бойцы, 5 секунд готовность. Подошли, буквально на секунду. Понимаю, что горите, не отворачиваемся спиной. Аккуратные нырки, потому что прилетает затылок, потом будете видеть соперника. Хотя умышленно ничего не было. Ок, пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд, время, бой! Второй раунд, дорогие друзья. Напоминаю, что в желтый... Смотри, как хорошо все-таки опускает Каюмов, да? Заряженные оба бойца, давайте их поддержим, друзья. То есть он держит плечо, у него опущена голова, техника поставлена, хорошо Очень хорошая поставлена. техника. И такими размашистыми, конечно, залетает Сахибов, Как он допускает его ошибки. сразу же Есть. переводит. Есть клинч, да. Ты видел, как Каюмов так постучал? Типа, все, клинч отпускай. Есть уважение у бойцов друг к другу, но... Опять этот момент напряжения, да? Момент напряжения, кто первый начнет опять атаку. они закатывают интригу. Сейчас пытается, да, раздергивать сейчас. Каюмов потихоньку подбирается, но пока видишь, и Сахибов тоже особо не активничает и не выбрасывает Но свои Сахибов оверхенды. застаивается, Сахибов застаивается. О, сейчас было очень опасное столкновение головами. Там даже в моменте было столкновение головами, и плюс еще вдогонку кинул Каюмов.
Просто как он залетает с такими ударами. Переходите из клинча в борьбу. Не вяжемся. Бой. Прям такой тычок жесткий был. Кулачный бой. Смотри, как он ручками, да? Хорошо. Да, раздергивает, там качает корпусом. Смотри, Я думаю, сейчас подберется. Ну ты посмотри на Сахибова, он тоже ждет и выжидает ошибки от Наима. И опять мы видим от Сахибова оверхенд, который, к сожалению, не достигает цели. Ему надо его как-то подготовить или больше с другой. Только и опять под конец раунда у нас самый экшен. Просто нереально. Очень удивительные бойцы. Секунд готовность. Бойцы. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой. Так, дорогие друзья, третий раунд, третий отрезок времени. И Наим очень хорошо показал себя под конец. Он тоже не дал. Вернее, закрыл эпизод с оверхендом. Но Сахибов выжидает. Осторожно, бойцы делают все очень уверенно. Одну атаку проводят. Оу, сейчас пытался, конечно, уйти, уклониться Сахибов, но достал его боковым таким. Наим. Хорошо, Каюмов чувствует дистанцию, держит постоянно соперника на дистанции. И постоянно в центре. Постоянно в центре, да. Первым номером, только первым номером. Я думаю, самый экшен мы увидим вот либо сейчас, либо под конец. Просто посмотри, как он. Вот то, что я тебе и говорил. Сахибов проваливается своим оверхендом. Он себя проваливает. И тут Каюмов уже его подловил и попал ему немного по корпусу. Напряжение такое. Ну, слушай, у нас там уже... У нас же половина раунда 100% прошла. И... понятное дело, мы здесь с тобой стоим, комментируем, но все-таки, если вот боец заряжает один удар и в течение 3 раундов он у него не получается, нужно что-то менять, как мне кажется. Есть... Это я про Наимова говорю, про его оверхенд. Да, но есть еще и работа угловых, которые Согласен, должны подсказывать, корректировать. Почему-то я слышу, что... Оу, просто как два локомотива столкнулись. Мне даже в моменте было страшно смотреть на эти размены. Как просто! Слушай, они залетают в свою атаку, как в последнюю атаку, как на последних секундах. И да, у нас последние секунды этого поединка. Он сейчас пытался догнать Наим, но тут же клинч. Я понимаю, что единогласное решение судей будет. Да, единогласное решение, но насколько первый, второй раунд был просто... Под накалом, да. Такой накал, все тихо, все это. Бойцы на оглашение. В этом, скажем, равном поединке раздельным решением судей победу одержал Каюмов Наим. Вся коллегия советовалась, подключали Артема, Пашу. На будущее бойцам хочу сказать, надо быть более активными. Они стояли заряженные оба, как пружины, то есть на один удар. Вот этого и не хватило. Рахмат, могу называть Рахмат?
Хороший боец, очень ярко себя показал на кастинге. Наверное, один из самых сильных ударов у него. Тебя поздравляю с дебютом. Немного тебе не хватило. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Всем ассаламу алейкум, приветствую всех. Ну, я сегодня понял, что мой соперник тоже из Таджикистана, мой земляк. Ну, вообще не хотелось. Ну, час назад узнал, что он тоже из Таджикистана. Ну, не хотел вообще с ним драться. Ну, если дадите возможность еще побиться, ну, в следующий раз с кем-нибудь из других стран. У меня все. Спасибо всем. Битва земляков оказалась. Ну, такое бывает. Половина ребят с Украины, из Киева дерутся с этими же киевскими ребятами. Поэтому мы подумаем еще над твоим предложением. Наим, поздравляю тебя и твою команду с победой. Как тебе ощущения после боя? Всех приветствую. Спасибо за поддержку. Ощущения бомбовые. Судьи, всех благодарю всех. И благодарю своего соперника за то, что он вышел и выступил со мной. Организация тоже бомбовая. Спасибо вам за такую возможность. Смотрите все Махач. Очень яркие, харизматичные бойцы. По взгляду было видно, оба заряжены очень. Послушаем теперь мнение нашего жюри. Да, бой был действительно равный, но разница в том была, что Наим, он был более спокоен. И поэтому, когда он взрывался, у него взрыв был более прицелен, и он попадал. У тебя же взрыв немного был размазанный, то есть такой панический, в панике, и из-за этого зачастую ты промахивался. Вот. Но с опытом это уйдет, нервишки немного ты сможешь контролировать лучше, и тогда точность тоже будет. Вот. Ну а так, оба показали хороший бой. А тебе хочу сказать в плане того, что с земляком не захотелось драться. Ну, это смотря какая философия, как на это смотреть. Здесь драка не потому, что вы друг друга не любите или какая-то ненависть есть. Наоборот, здесь он тебе дает возможность попробовать себя, протестировать себя, а ты ему проверить свой дух и заработать немного денег. В этом нет ничего плохого даже с земляком. Поэтому молодцы ребята, продолжайте в том же духе.